Всем привет! Сегодня мы увидим самый популярный водопад Словении, погуляем вдоль озера Бохень и побываем на мемориальном кладбище времен Первой мировой войны. Оставайтесь с нами! Мы прошли к водопаду Савица, оплатили билеты. Билеты стоят 6 евро на всю семью, 2 ребенка и 2 взрослых. И сейчас выходим на путь к самому водопаду. Чтобы дойти до этого водопада, нужно преодолеть 500 ступенек. Но оно того стоит. Путь очень приятный, несложный. Можно спокойно идти с детьми. На пути нам будут встречаться места для пикника, где можно посидеть. Если вы, например, взяли что-нибудь с собой перекусить. Водопад Савица встроен в скалу. Высота у него 78 метров. И он имеет одну необыкновенную особенность. Он питается 2 источниками, которые текут из Триглавских озер через карстовые пещеры, наполняя водопад. А сам водопад является источником реки Сава-Бохинка, которая впадает в озеро Бохень. Посмотрите, по пути к водопаду встречаем вот такие вот места отдыха. Можно остановиться, присесть, попить чаю и что-нибудь быстро перекусить. Смотрите, мы подошли к водопаду Савица. Как я вам и рассказывала, видите, он в скале высотой 78 метров. И питается он из 2 источников. Посмотрите, какая красивая вода. Изумрудного просто цвета. Сам водопад является источником реки Сава-Бохинка, которая впадает в озеро Бохень. В 1806 году водопад Савица посетил австрийский герцог. В память об этом событии поставили здесь вот этот монумент. И посмотрите, какой красивый вид открывается отсюда на вот сам водопад. Смотрите, как прекрасно. Возвращаемся от водопада Савица и идем обедать в ресторан. Приглашаю вас с нами. Пришли мы после осмотра водопада Савица в ресторан, заказали грибной суп
гобовое юха по-словенски, и айдовишганцы с кислым зельем. По-русски это так специально обжаренная гречка с колбасой из тушеной кислой капусты и горчицы. Сейчас будем есть. Аппетита! Решили мы посетить мемориальное кладбище, где похоронены солдаты, воины Первой мировой войны. В основном здесь захоронены солдаты австро-венгерской армии. Но помимо них здесь также похоронены пленные. Мы нашли могилу неизвестного русского солдата. И здесь написано по-немецки: «Неизвестный русский солдат». Могила под номером 296 в Словении. Интересно, что вот на этом военном мемориальном кладбище времен Первой мировой войны стоит вот такая вот часовня. Перед входом в часовню две такие гильзы, вот такая вот деревянная часовня, и здесь при входе написано, насколько я правильно перевожу, написано, что потомки, останьтесь едины, дабы наша кровь не была просто впустую пролита. Но на самом деле, если вот так вот рассуждать, то после Первой мировой войны Австро-Венгерская республика, Австро-Венгерская империя распалась. И по сути, с одной стороны, получается, что заветы не выполнены, потому что потомки, они вроде как не остались едиными, они просто распались на разные государства. Но с другой стороны, если учитывать, что сейчас Евросоюз и все границы, по сути, между Евросоюзом открыты, ну, если не считать немного вот ужесточений в связи с ковидной ситуацией, то тогда можно сказать, что потомки выполнили наказ своих предков. Все-таки они, распавшись, все равно соединились в союз. На мемориальном военном кладбище в Словении, рядом с озером Бохинь, есть могила не только неизвестного русского солдата, но также есть могилы с известными русскими именами. То есть, вот, например, мы сейчас посмотрим, вот могила Луканин Василий. Вот российский воин, представляете? То есть все могилы вот так вот отмечены. И если была возможность узнать имя, то могила подписана. И вот что удивительно, друзья, даже могила неизвестного русского солдата, она тоже выделена в отдельную, и на ней стоит крест. Приехали мы на озеро Бохинь. Посмотрите, какие здесь прекрасные детские площадки. Не перестаю восхищаться и вам показывать. Все из натуральных деревянных материалов. Посмотрите, на фоне гор прекрасных. Гостиница. Покрытие на площадке состоит из таких лесных стружек. Смотрите, как красиво. Никаких излишеств, но детям очень нравится. Подходим к реке Савица, горной реке, которая впадает в озеро Бохинь. Как же я люблю это место, оно просто прекрасно. Особенно сейчас, когда нет толп туристов. Посмотрите.
подходит к концу. На вот этом прекрасном новом мосту. Смотрите, какой красивый новый мост построили через реку Сава-Бахинька. Посмотрите, какая сама очень красивая река. Мы здесь заканчиваем свое путешествие. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч! Меня зря пришло. Да, надпись закрыла.